15 мая, 19-й день нашего похода, точнее, я бы сказал, даже путешествия из Нижнего Новгорода в город-герой Волгоград. Сегодня мы будем в Волгограде, покажем вам Мамаев курган, покажем город, заселимся там в квартиру, а завтра мы уже двинемся домой, I go Moscow. В общем, выбросил, что ли, да? Стояли мы сегодня в кустах, лиса, к сожалению, в свою нору так и не пришла. Наверное, потому что ее сбила машина, я думаю, именно по этой причине. Она просто подружилась с зайцем, Который который тоже на дороге лежит. рядом. Они организовали свой клан. Мертвый лиса домой больше не придет. Да, дохлый голубь не взлетит. В общем, мы собираемся, пока жары нет, прокатим. Нам до Волгограда, наверное, где-то плюс-минус там 55-60. Ну, там до центра надо доехать будет. Ну, в общем, покажем, посмотрите, будет все. Бом-бом исторический. Чем ближе к Волгограду, тем меньше деревьев. И постоять в теньке — это уже дефицит. Дороги, по которым мы едем, просто отвратительные. Бывает где-то 100 метров хорошее покрытие, где-то просто ужас. Сколько мы уже проехали-то примерно? Всего или что? Вообще. Общий? Не общий. Сколько нам осталось до въезда в Волжан? Волжский. Километров, наверное, 20, может, сейчас посмотрю. Так. Семен Альбертович Моргенштейн. До вот этого памятника, куда мы хотели, Ага, 23. 23. А до До Волжский. въезда. А до квартиры нам осталось 45. Бабка ягодка. Опять. Вот и въехали мы в город Волжский. Только-только заехали. Сейчас на перекрестке повернулись в сторону ГЭС. Мы как раз по ней должны проехать. И по сути уже въедем в Волгоград. А я так думаю. Сейчас уже скоро будет мост через Волгу. И мы покидаем Волжский и будем въезжать в Волгоград. Ладно, я не знаю, какие-то эмоции странные. Неужто мы доехали? Ой, осталось вот этот мостик пересечь и все. Все, сейчас заезжаем на мост. Покидаем Волжский, въезжаем в Волгоград. И что мы видим? Вот такой самый обычный простой знак. Волгоград. Где большой знак? Где? Где въезд именно в Волгоград? Все, мы приехали в Волгоград. А это родина мама. Мамаев курган. Да, сейчас мы пойдем заселяться и дальше будем уже гулять по Волгограду. Но первым делом мы обязательно посетим Мамаев курган. Мы сейчас на Мамаевом кургане. Здесь очень сильный ветер, просто ураганный. Мы сейчас немножко здесь поснимаем. Я не знаю, слышно меня или не слышно. Тут просто ветрище такой поднялся. Хорошо, мы вовремя еще успели заселиться. Буквально вот мы заселились, только душ приняли. И уже на улице вот такой ураган. Я боюсь, что если как бы сейчас нам дождь не принесло, вон оттуда, смотри, Да, какая фигня тянет. Нам надо успеть все. Все, пойдем далее.
Мы уже на вокзале, сейчас ждем свой поезд. У нас отправление 15:51, сейчас 2 часа, нам еще 2 часа куковать на вокзале. Сидим на вокзале, на Волгоградском. Здесь вот так вот оборудовано все розеточками. Я банк свою заряжаю. То есть без проблем. Ну, это почти в каждом ряду, я посмотрел, там тоже есть. Но камера хранения здесь просто адская. За каждую сумочку просят по 200 рублей, плюс велосипед 200 рублей. Да, то есть не за одно место, а именно сумку. То есть если ты привезешь тележку, на ней будет на тележке лежать 3 сумки, ты заплатишь за каждую сумку, а не за одну тележку. То есть у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 велосипед. 2000 меня взяли бы за велосипед. Ну это трындец. Это ад. Ну мы решили ничего не сдавать. Купили пакеты эти мусорные. Сейчас велосипед замотаем, багажное купе сдадим. Билет тоже купили на багажное купе. Сдадим велосипеды и поедем. Загрузимся и поедем. Билет от Волгограда до Москвы стоит 30 копеек. Но это купе. Плацкар там 2 с чем-то было. Но мы решили в купе, потому что там цена вопроса разница там 300-400 рублей. Ну, ехать комфортно. В общем, друзья, мы заселяемся, точнее, короче, мы в купе, сейчас раскладываемся, пока мы здесь одни, наших соседей нет внизу, мы верхний полк взяли. И сейчас я покажу, я первый раз такой вижу, как оборудован здесь туалет. Да, вроде бы пока ничего необычного, но тут есть еще настоящий душ, то есть можно принять без проблем. Велосипеды отправили в багажное купе. Запаковали их в пакет, как обычно. Собственно говоря, едем. Волгоград, Арчеда, Сибирякова, Филонова, Алексеева, Тартате, Грязи, Мичуринск. Ну тут, в принципе, не так много остановок. То ли рядом с шофером, то ли в тесном купе. Я мотаюсь по жизни, по великой стране. Бомба. Смотри, Волгоград за окном. Все, деревья закрыло. Прям видно было весь город. Эх, не успел. Ну, друзья, мы думаем, мы заслужили посетить побольше ресторанчик и попить холодненького пивка после такого длительного путешествия. Хочу обратить внимание, что ну вот это окно не очень Вот видел, туда, в ту сторону. там просто степь. Вот мы по ней ехали, получается, ни одного дерева нету, ни одного кустика нету, и вот и ветер шикерачит встречный, и мы ехали по этой степи. Хорошо, что мы не поехали в Астрахань, там, как мы узнали из новостей, началась какая-то песчаная буря, что-то типа того. Да. И мы бы в нее вот так бы сейчас втюхались. Это был бы просто. Это был аншлаг. Ну ладно, увидимся уже в Москве, на связи. Мы в Москве, Все, мы приехали домой. а тут 14 градусов всего, холодно. И дождик, и вообще плохо. Ну, после 30, почти 40 плюс. И вдруг в плюс 14. Вообще не вариант. Ну, в общем, мы по домам отдыхать, валяться пару дней еще, а в понедельник на работу. Поехали в Волгоград обратно. Поехали. Где наш паровоз? Погнали с нами. Где наш паровоз?